11 марта исполнилось 10 лет с момента аварии на атомной станции Фукусима-Дайчи в Японии. Тогда, в 2011 году, произошло крупнейшее в истории страны землетрясение, которое вызвало цунами, разрушение почти миллиона домов и почти 20 тысяч человек погибли. Но в мире в основном из тех событий запомнили только одно – это аварию на атомной станции. Действительно, авария на АЭС в Фукусиме крупнейшая после Чернобыля авария на атомной станции. Только Фукусима и Чернобыль получили высший, 7-й уровень по международной шкале ядерных событий, как крупнейшие атомные катастрофы. Но каковы реальные последствия аварии на атомной станции Фукусима и что сделано за 10 лет? Давайте разберемся. Выброс радиоактивных веществ в Фукусиме на самом деле составляет примерно 10-15% от того, что было выброшено в Чернобыле. И хотя в Японии было разрушено сразу 3 реактора, но они не взрывались и не происходило выброса именно ядерного топлива. Реакторы перегрелись, выделили водород, и он взорвался, разрушив герметичные оболочки зданий. При этом наружу вышли в основном летучие радиоактивные вещества. В первую очередь это изотопы йода и цезия. Йод-131 опасен в первое время после аварии, поскольку его период полураспада всего около 8 суток. А вот цезий определяет дальнейшее загрязнение территории, поскольку его период полураспада около 30 лет. Поскольку атомная станция располагалась на берегу океана, и за счет того, что ветер в первое время дул в сторону моря, почти 80% выпадений и всего выброса улетело именно в океан. Туда же сливалась вода из разрушенных энергоблоков в первый период аварии. Насколько же в результате загрязнился океан? На схеме справа видно моделирование распространения цезия-137 по океану. Вот эти синие и фиолетовые области на самом деле показывают не какие-то большие концентрации. Они уже существенно ниже фоновых уровней в 1 беккерель на кубометр. А на самом деле содержание в питьевой воде цезия может быть в 1000 раз больше. Но откуда вообще в океане фоновый уровень цезия-137? Это искусственный радионуклид, его в принципе не должно быть в природе. Но, к сожалению, благодаря человеческой деятельности, благодаря атмосферным ядерным испытаниям 50-х и 60-х годов, этот цезий есть сейчас практически на всей территории нашей планеты, и в том числе в океане. О ядерных испытаниях я как раз рассказывал в одном из своих предыдущих видео. Конкретно в северной части Тихого океана, там где расположена Япония, сейчас накоплено почти 70 петабеккерелей цезия-137. А это минимум в 5 раз больше, чем добавила Фукусима. Но даже если концентрации низкие, даже если цезий уже был в океане, он же может накапливаться в рыбе и таким образом попадать в людей. Все правильно. Первое время после аварии вокруг АЭС вообще было запрещено рыболовство. А в дальнейшем были введены жесткие ограничения и всю выловленную рыбу проверяли и исследовали на содержание цезия-137. Первый год после аварии до 60% всех проб превышали нормативный показатель. Но с 2015 года таких превышений уже не обнаруживается. То есть рыба, выловленная в префектуре Фукусима, соответствует всем нормам. Но эти цифры, конечно, мало интересны широкой публике. Люди опасаются всего, что выращено или выловлено рядом с аварийной атомной станцией. В самой Японии, по опросам, до сих пор до 10% людей предпочитают не покупать рыбу, выловленную в префектуре Фукусима. А более десятка стран до сих пор запрещают экспорт рыбы, выловленной в Японии. Давайте теперь разберемся с жертвами и пострадавшими. В первые дни после аварии были эвакуированы жители в радиусе 20 км от атомной станции. А в дальнейшем отдельные участки на расстоянии до 40 км тоже были эвакуированы. Всего в префектуре Фукусима проживает около 1 миллиона 800 тысяч человек. Из них по всем причинам, из-за цунами, из-за землетрясения, из-за аварии на атомной станции, было эвакуировано почти 164 тысячи человек. Из них больше 30 тысяч человек до сих пор так и не вернулись обратно. При этом сам процесс такой масштабной эвакуации штука не только сложная, но и опасная. Во время самого цунами в префектуре погибло примерно 1800 человек. Но еще больше людей, больше 2000 человек, погибли в дальнейшем из-за осложнений, связанных со стрессом или медицинскими осложнениями во время эвакуации. В основном это пожилые или больные люди или пациенты больниц. Всего из этих более 2000 человек 573 случая относят на эвакуированных из-за аварии на атомной станции. Это на самом деле и есть основные жертвы Фукусимы, поскольку радиация сама по себе никого не убила. Дело в том, что люди, которых эвакуировали, получили дозу облучения меньше 10 миллизивертов. Много это или мало? На самом деле каждый японец каждый год получает 4 миллизиверта. Это доза от природных источников или от искусственных в виде каких-то медицинских процедур. Поэтому дозы эти вполне сопоставимы.
Да, в принципе, любое повышение дозы это нехорошо, это плохо. Однако риск отдаленных последствий настолько мал при таких дозах, что на самом деле даже до сих пор, спустя 10 лет многочисленных исследований, не удалось выявить какого-то статистически значимого превышения, например, рака или лейкемии у облученных жителей среди населения. А что с работниками станции? Они ведь, наверное, получили большие дозы. Да, большие, но не все. 16 тысяч из 25 тысяч ликвидаторов получили такие же дозы, как и население, меньше 10 миллизивертов. Из остальных только 173 человека получили больше 100 миллизивертов. И только 6 человек получили дозы больше 250 миллизивертов. Это как раз та доза, которая была нормативом для ликвидаторов Чернобыля. Но и эти дозы сильно меньше тех, которые могут нанести какой-то непосредственный ущерб здоровью. И тем более они не могут вызвать лучевую болезнь, потому что порог для нее это 1000 миллизивертов. Поэтому и среди работников не ожидается какого-то повышения заболеваемости, связанного с облучением. За ними ведется контроль. И за все эти годы выявлен лишь один случай смерти от рака легкого, который был признан связанным с аварийным облучением. Что происходит на самой площадке АЭС? Ее постепенно готовят к выводу из эксплуатации. За прошедшие годы выгружено топливо уже с 2 аварийных блоков, а в ближайшие 10 лет планируется полностью освободить поврежденные энергоблоки от ядерного топлива, от самого опасного материала, который на них хранится. Полную ликвидацию АЭС и завершение обращения с радиоактивными отходами планируется завершить за 30-40 лет. Но вот главная проблема Фукусимы сейчас, которая очень волнует общественность, это накопленная радиоактивная вода. И волнует она общественность именно потому, что ее предполагается слить в океан. Напомню, что с самого начала развития аварийной ситуации на атомной станции была организована нештатная система охлаждения поврежденных энергоблоков. Сначала морская, а затем пресная вода заливалась в эти блоки для того, чтобы их охлаждать. К сожалению, часть из них сливалась в океан, но затем она отбиралась и направлялась на системы очистки. Однако к этим водам ежедневно добавлялись грунтовые воды, которые просачивались в поврежденный реактор. Эту воду тоже приходилось откачивать и отправлять на очистку. Но такой воды добавляется несколько сотен кубометров в сутки. В результате за 10 лет на площадке АЭС накопилось уже почти 1 миллион тонн радиоактивной воды, которая частично очищена, но до сих пор содержит определенные радионуклиды. В принципе, треть этой воды уже почищена практически от всех радионуклидов, за исключением трития. Что такое тритий? Это изотоп водорода, то есть это в принципе тот же самый атом водорода, но у него есть 2 лишних нейтрона в ядре. Он радиоактивен, но не сильно. Это слабый бета-излучатель. Его допустимое содержание в питьевой воде примерно в 1000 раз больше, чем у цезия-137, о котором я рассказывал в начале ролика. А поскольку это изотоп водорода, он не накапливается в организме, а участвует в таком же обмене веществ, как и обычный водород в составе воды. К тому же тритий это природный радионуклид. Его на нашей Земле в атмосфере благодаря космическому излучению образуется почти 70 тысяч терабеккерелей в год. То, что накоплено на Фукусиме за 10 лет, составляет меньше 1% от этой величины. На самом деле тритий образуется в реакторах атомных станций и сбрасывается в окружающую среду в штатном режиме, поскольку это не очень опасный радионуклид. Это делается в таких объемах и количествах, которые не наносят вреда окружающей среде. Поэтому тот же самый АЭС Фукусима Дайчи до аварии регулирующие органы разрешали безопасно сбрасывать в океан до 22 терабеккерелей трития. В принципе, если в таком же количестве сбрасывать тритий, накопленный в этой радиоактивной воде, то от него можно избавиться за 40 лет. И это опять же будет в соответствии со всеми нормативами и без угрозы людям. Но даже если весь тритий, накопленный на Фукусиме, сбросить в океан за 1 год, то ближайшие к атомной станции жители получат дополнительную дозу всего 0,8 микрозиверта. Это такая же доза, которую они получают от природных источников за 3 часа. Конечно, перспектива сброса какой-то загрязненной воды с атомной станции в океан очень будоражит публику, и эти опасения, в общем-то, понятны, потому что мало кто на самом деле разбирается в вопросе. Но есть те, кто манипулирует этими страхами. Например, Greenpeace рассказывает о том, что тритий может изменить человеческую ДНК. Похожую историю они рассказывают и про изотоп углерод-14. Он тоже есть в загрязненной воде. И про него тоже рассказывают, что он может изменить человеческую ДНК. Но дело, как обычно, в цифрах. Поскольку возможные мутации зависят от величины полученной дозы. Она зависит от количества радионуклидов, которые попадут в организм, а не от самого факта попадания туда этих радионуклидов. На самом деле углерод-14, как и тритий, содержится внутри нашего организма с самого рождения и даже с самого зачатия. В
теле взрослого человека содержится примерно 3000 беккерелей углерода 14. Это означает, что каждую секунду внутри нашего организма происходит 3000 распадов ядер углерода 14 с испусканием бета-частиц и с облучением нашего организма изнутри. И это происходит всю нашу жизнь, и организм на самом деле к этому привык. Он вообще-то никогда не жил иначе. А еще у нас внутри есть калий-40, которого 5000 беккерелей, и который дает дозу в несколько раз больше. Но давайте вернемся к фукусимским цифрам. Содержание углерода 14 в этой воде достигает 200 беккерелей на литр. Норматив для питьевой воды 100. Ну то есть в загрязненной воде, конечно, не питьевая вода, но она точно ниже нормативов для сброса в океан. Даже если пить по 2 литра такой воды в течение года, то человек получит дозу, которая будет меньше, чем мы получаем от калия-40 внутри нашего организма. Но тем не менее, помимо вот этих страшилок от Greenpeace, есть совершенно справедливые опасения по поводу сброса этой воды. Ведь она на самом деле разного состава. И там есть воды, которые не почищены от всех радионуклидов. То есть там не только тритий или углерод. И это может быть опасно. Поэтому на самом деле речь не идет о том, что кто-то одномоментно сольет миллион тонн воды. Поэтому подход, скорее всего, будет такой, что сначала наиболее чистые воды, в которых остался только тритий, будут разбавлять до нормативов по тритию и сливать в океан. Совершенно безопасно для окружающего населения. А остальные более грязные воды будут все-таки пытаться доочистить. Ну и дальше, скорее всего, по такой же схеме либо найдут какие-то другие методы обращения с ними, поскольку их объем уже будет меньше. Так что всем переживающим по поводу этой воды можно следить за тем, как с ней обращаются на сайте МАГАТЭ, либо на сайте компании ТЭПКО, компании-оператора АЭС. И не очень доверять все-таки каким-то желтушным заголовкам СМИ, ну или каким-то страшилкам от антиядерных активистов. Хотя к ним тоже надо прислушиваться, потому что иногда они все-таки выявляют реальные проблемы. Каковы последствия для самой Японии, для ее экономики? Общие затраты Японии на ликвидацию последствий именно ядерной аварии на АЭС Фукусима оцениваются примерно в 190 миллиардов долларов. Из них почти половина – это выплаты и компенсации пострадавшим. Для сравнения можно сказать, что прямой экономический ущерб от цунами и землетрясения без учета ядерной аварии в Японии составил около 300 миллиардов долларов. Кроме того, авария сказалась на энергетике Японии. Дело в том, что в Японии очень развита атомная энергетика, поскольку у них очень мало природных ресурсов. Поэтому до аварии 54 атомных энергоблока вырабатывали примерно 30% всей электроэнергии в стране. Но после аварии все атомные станции остановили для проведения стресс-тестов и проверки безопасности. Запустить обратно их можно только после дополнительной модернизации и одобрения местных жителей. Действующее на момент аварии правительство вообще хотело отказаться от атомной энергетики, но после этого они проиграли выборы. Временный отказ от атомной энергетики после аварии привел к резкому дефициту электроэнергии в стране, почти на 40%. Это привело к тому, что Япония стала закупать еще больше, чем раньше, топлива за рубежом, угля, нефти и газа. На текущий момент Япония является крупнейшим покупателем сжиженного природного газа в мире, закупает его больше, чем вся Европа вместе взятая. К 2015 году доля сжигаемого топлива в энергобалансе Японии достигла 88%, против 62% до аварии. При этом затраты на топливо выросли примерно в 1,5 раза, поскольку оно в основном импортное. Но в итоге в 2015 году была утверждена новая энергетическая стратегия Японии, которая предполагает, что к 2030 году доля атомной энергетики будет восстановлена до 20-22%. На текущий момент перезапущено всего 9 атомных реакторов, которые дают примерно 6% электроэнергии Японии. Помимо Японии, другие страны, в которых есть атомные станции, тоже провели стресс-тесты и переоценку и проверку безопасности этих станций на предмет уязвимости от природных катастроф. В общем-то, все извлекли уроки из этой аварии, в том числе и Россия. Интересно, что даже на ближайшей ко мне атомной станции Белоярская АЭС в 20 километрах от меня в результате проведения стресс-тестов на всякий случай установили дополнительные мобильные дизель-генераторы. Их как раз так не хватало в Японии во время аварии. При том, что до ближайшего океана или моря от Белоярской АЭС почти 1500 километров. Как ни странно, но Фукусима, как крупнейшая ядерная авария после Чернобыля, не оказала какого-то принципиального влияния на развитие мировой атомной энергетики, за исключением Японии. Как мы видим, даже в самой Японии, несмотря на резкий спад выработки электроэнергии на атомных станциях, речи об отказе от атомной энергии не идет. Да, есть ряд стран, вроде Германии и Бельгии, которые приняли политику отказа от атомной энергетики. Но на самом деле такая политика у них была и до аварии, просто после нее они ускорили свои планы.
Крупные атомные державы, такие как США, Франция, Россия, Великобритания, рассматривают атомную энергетику как важную составляющую своей безуглеродной экономики, как важный ответ на климатический вызов и возможность сокращать выбросы СО2. Другие страны, например Китай, имеют планы серьезные по резкому увеличению атомной энергетики. А за 10 лет после аварии некоторые страны впервые построили у себя атомные электростанции, например Объединенные Арабские Эмираты или Белоруссия. Еще несколько стран, например Польша или Египет или Бангладеш, планируют построить у себя атомные. Наверное, единственной страной, которая поменяла свою политику в отношении атомной энергетики, стала Италия. Интересно, что она после Чернобыля отказалась от атомной энергетики, но до Фукусимы планировала ее возродить. Но после аварии эти планы пришлось отложить. Так что в гораздо большей степени, чем авария на АЭС Фукусима, на развитие атомной энергетики в мире сейчас влияют экономические факторы, политические факторы, доступность ресурсов в той или иной стране и наличие альтернатив в виде возобновляемой энергетики. И в конце хочу добавить, что даже с учетом жертв Фукусимы и Чернобыля, атомная энергетика на самом деле остается одним из самых безопасных видов производства электроэнергии в мире. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и увидимся в следующий раз.